Всем большой привет! Прошло полгода с того момента, как я переехала в Испанию. И точно такое же видео я делала в 2024 году, почти 2 года назад, когда я переехала в Катон, в деревню в Казахстане, на востоке Казахстана. И после этого я прошла большой путь жизни в деревне, в горной. 1,5 года я провела в Катон-Карагае, и в конце прошлого года, 2025, я переехала в Испанию. Если честно, очень много было вопросов по поводу причины моего переезда, по поводу того, насколько мне сейчас комфортно, насколько страна мне подходит, насколько я чувствую себя здесь счастливой. Потому что для меня основной, наверное, показатель и основной индикатор такой достаточно счастливой жизни — это чувство, что у меня есть комфорт, к которому я стремилась. Меня окружают люди, которые как-то созвучны с моим мировоззрением. Меня окружает культура, которая мне близка. И на самом деле я была очень удивлена тому, насколько это все схлопнулось в одной стране. И расскажу, наверное, во-первых, почему возникла такая идея переехать именно в Испанию. На самом деле, с самого начала я не планировала переезд именно в эту страну. Мой основной план был переезд в Португалию, потому что эта страна мне очень нравилась. И мне казалось, что я там могу найти то состояние, которое я искала в тот момент. Я жила в Катоне, но этот этап был достаточно переходным. Я никогда не говорила, что я буду там жить постоянно, я и не планировала, потому что для меня это время, проведенное в деревне, оно было про какие-то ответы на внутренние вопросы, какие-то осознания, наверное. И я проходила свою какую-то внутреннюю трансформацию. Для меня Катон был больше про то, кто я, когда у меня, по сути, ничего нет. Я отказалась от своей карьеры в большом городе, в международной компании с хорошей зарплатой, переехала в маленькую деревню и, по сути, стала не то что даже никем, а просто сбросила все до заводских настроек. И это было время такого наблюдения за собой, как я могу построить жизнь, наверное, не с нуля, конечно, с уже имеющимся бэкграундом, но, тем не менее, с какой-то новый этап, да. И это время было достаточно, наверное, полезным, потому что за 1,5 года я сразу хочу сказать, что, наверное, год я позволила себе не работать, это был карьерный брейк. Я планировала его и считаю, что это было лучшим временем. Не то, чтобы я ничем не занималась, но я делала все то, что в тот момент приносило мне удовольствие. И потом возникла идея, что дальше, что я могу делать дальше, где мой дом. В Астану я возвращаться не хотела. И там, если честно, меня ничего не держало. Там была моя семья, там до сих пор живет моя семья, то есть мой брат с его семьей, но тем не менее это было достаточно... Для меня Астана был пройденный этап, и мне хотелось чего-то нового, каких-то новых, не знаю, впечатлений, какого-то нового опыта. Я начала смотреть в сторону Португалии, вообще в сторону Южной Европы. Почему? Потому что мне всегда казалось, что именно культура, быт, кухня, близость к океану или к воде вообще — это то, что мне нужно. И тем более после деревенской жизни мне хотелось быть поближе к земле, чтобы климат был мягче, чтобы было больше возможностей, например, заниматься садоводством, разбить свой огород,
что я делала в Катоне, и мне это очень нравилось. Я неожиданно для себя открыла какой-то новый вид медитации, потому что я сажала свои овощи, и мне это безумно нравилось, и я хотела, чтобы лето не длилось 2 месяца, как в Катоне, потому что это горная местность, чтобы климат был мягче, и этот сезон, он как-то длился дольше. И на самом деле из этих всех каких-то маленьких факторов складывалась какая-то общая картина того, где я хочу жить. И сначала я остановилась на Португалии, я подумала про Испанию, но не заостряла на этом внимание. Я думала про Италию, но сразу откинула этот вариант, потому что страна достаточно сложная с точки зрения бюрократии. И Португалия тоже казалась достаточно сложной для легализации. Почему? Потому что было очень много требований. Не то чтобы я не подходила, как это любой кейс можно так придумать, что ты как бы подойдешь, но тем не менее потом я взяла визовую консультацию у агента, который занимается именно Испанией, и мы посмотрели на мой кейс. В тот момент я открыла ИП и работала с некоторыми клиентами в Казахстане. У меня появились клиенты, я поменяла полностью свою деятельность. Если до этого это было больше коммуникации, то в последующем я начала заниматься маркетингом именно в сфере здоровья и wellness. Вот. Из этого, как бы, наверное, я об этом расскажу в другой раз. Это тоже достаточно интересная тема поисков себя, да, и своего профессионального пути. И весь процесс от идеи переехать до самого переезда занял где-то полгода. Я готовилась, я готовила свои документы, я готовила свой кейс, я составляла именно договора, которые бы подходили потенциально под условия иммиграционной политики в Испании. И в октябре прошлого года мне одобрили трехлетнее резидентство по визе Digital Nomad в Испании. И, если честно, я не то чтобы не ожидала, это было достаточно спонтанно, и поэтому у меня возникла идея, где я хочу жить. И это, наверное, такой ответ на вопрос, почему я оказалась в регионе Галисия. Потому что я всегда хотела жить возле океана и всегда хотела, чтобы климат был не такой жаркий. Я не хотела на юг Испании, потому что лето там очень жарко, и мне это не нравилось. Зима в Испании, она вообще, в принципе, не очень холодная. Здесь нет такого понятия, как 7 месяцев зимы, как в Казахстане. Поэтому для меня любой регион был достаточно удобным, наверное, с точки зрения климата. У меня есть друг, он родом из Галисии, и когда я с ним поделилась, что я подаюсь на визу на резидентство в Испании, он мне посоветовал рассмотреть этот регион серьезно. И да, на самом деле так все и получилось. Это была достаточно спонтанная идея. Не скажу, что я об этом думала очень много, очень долго выбирала. И вообще этот город, где я сейчас живу, это небольшой городок, он появился на радаре абсолютно случайно. Я просто нашла Airbnb, где разрешали жить с кошкой. И все. То есть и так я оказалась здесь, мне здесь очень понравилось, я здесь привыкла. И здесь мне получилось найти жилье в последующем. Вот. Что скажу? Многие делают такие видео а-ля 5 вещей, которые мне не нравятся в Испании, 5 вещей, которые мне нравятся в Испании. У меня нет такого. Я не буду составлять какую-то свою статистику, потому что мне кажется, что опыты всегда разные. У нас разные бэкграунды, у нас разные жизни, у нас разные стартовые точки, у нас разное мировоззрение. Поэтому что может мне не нравиться, может нравиться кому-то, что может мне нравиться, может кому-то не нравится. То есть мы все разные, поэтому я не буду сейчас раскидываться какими-то топ-5 или 10. Я просто скажу, почему мне здесь очень комфортно. Мне комфортно, потому что сама культура, она достаточно открытая. То есть мне легче учить язык, когда люди со мной разговаривают
Мне легче учить язык, когда люди открыты со мной. Мне легче коммуницировать, когда я вижу желание помочь. Вот. Поэтому я никогда не рассматривала страны, например, Западной Европы или Северной Европы. Ну, во-первых, это климат, а во-вторых, что культура бы, наверное, мне не подошла, потому что я сама хотела уйти от этой культуры, такой закрытости, холодности и так далее. Мне охота было именно получить опыт такого открытого, доброго общения. И здесь люди достаточно позитивные, они готовы помочь, они готовы, им скажешь одно слово, они тебе скажут 10 слов. И для меня это самый лучший способ вообще учить язык, потому что никто здесь не говорит по-английски, и мне приходится в повседневной жизни все равно использовать испанский, и поэтому это очень хорошая практика, мне кажется. Что мне еще нравится, то что я здесь тоже открыла ИП, я плачу социальные взносы, я плачу налоги, и я понимаю, что если я это все плачу, я это могу увидеть в каких-то социальных сферах, да, там, в том же городе, где я живу. Например, я знаю, куда эти деньги могут пойти, потому что, например, я хожу там, в спортцентр, он муниципальный, и в месяц я плачу 30 евро за этот спортцентр, где есть бассейн, здесь есть тренажерный зал, где есть классы, групповые занятия и так далее. То есть за такую достаточно низкую цену я получаю достаточно хороший набор сервисов, да. Вот. И это касается абсолютно всего. То есть я понимаю, что здесь мне не нужно включать вот эту борьбу. То есть я не борюсь с системой, я не борюсь с бюрократией. Бюрократия здесь присутствовала, но это не такая страшная вещь, которая прям меня там заставляла как-то страдать. Нет, это все в рамках приличия, я бы так сказала. Вот. И мне не нужно думать о какой-то несправедливости, мне не нужно... То есть система так выстроена, что если ты платишь налоги, ты живешь спокойно. То есть если ты платишь налоги, ты получаешь там, свою медицину, ты получаешь какие-то социальные сервисы там, и еще что-то. То есть у меня нет вот этого постоянной борьбы там, с погодными условиями, с несправедливостью, там, с еще чем-то. Вот. И поэтому... Я думаю, что это очень сильно снижает вообще общий стресс, несмотря на то, что переезд в новую страну, изучение нового языка, построение своей жизни с нуля в новой стране, конечно, это и так большой стресс. Но если бы еще я попала в ту культуру и в ту там, страну, где система просто не поддерживает как-то, мне было бы намного сложнее. Сейчас даже климат, он очень сильно влияет. Например, при всей моей неопределенности и высоком уровне тревожности я выхожу на улицу, я гуляю, я хожу на пляж, например, там посижу возле океана, и моя нервная система успокаивается. И мне кажется, это самое важное, да, когда вся жизнь вокруг тебя, она тебя поддерживает все равно. Когда система тебя поддерживает, когда природа тебя поддерживает, когда люди тебя поддерживают. То есть и вот эта поддержка, она для меня сейчас очень сильно ощущается. И, конечно, я могу сравнить с Казахстаном, да. Несмотря на то, что у меня там, я гражданка этой страны, я же родилась и выросла там, я жила там почти всю свою жизнь. И я могу сравнить, но все равно там я все время ощущала вот эту борьбу. Я все время пыталась там бороться, писать эти еутенеш по всяким поводам, потому что я видела эту несправедливость. Я достаточно эмпатичный человек, и мне кажется, для людей-эмпатов жить в таком обществе очень сложно. И я всегда чувствовала, что я как будто бы не принадлежу тому обществу достаточно традиционному, потому что я не традиционна в своих устоях, в своем мировоззрении и так далее. Мне традиционные какие-то ценности, они не близки. Поэтому для меня сейчас именно совокупность вот этих всех факторов, природные, там, климатические, да, там какие-то социальные, культурные, языковые, это все сейчас для меня вот самый идеальный вариант. Я не знаю, что случится через год, может быть, изменятся какие-то правила, там, именно получения, продления визы, возможно, ну, все возможно, потому что у меня нет паспорта этой страны, то есть я живу на ВНЖ, но, тем не менее, у меня есть какая-то опора, наверное, и какое-то чувство безопасности, которое мне дает
именно ощущение счастья какого-то, наполненности, гармонии, когда я просто там в выходной могу взять велосипед, поехать на пляж, провести время спокойно. То есть это часть моей жизни, и мне для этого не нужно никуда ехать, мне не нужно никуда лететь, мне не нужно планировать отпуск. Это все здесь рядом, именно там, то есть по еде здесь абсолютно наисвежайшие продукты, которые порой даже дешевле, чем в Казахстане, и поэтому это даже никакого сравнения. Поэтому я не думаю, что есть, наверное, какие-то вещи, которые мне не нравятся, но их настолько мало, и они настолько мизерные, наверное, по значимости, что я даже не хотела бы их как-то особо упоминать. Возможно, кто-то из вас, кто живет здесь подольше, вы скажете, что да нет, здесь есть свои проблемы, вот есть такие проблемы, есть проблемы там, мигрантов, есть еще какие-то большие проблемы, там, политические проблемы. Но, знаете, опять-таки, мы все разные, у нас у всех разные абсолютно понимания, что такое комфортная жизнь. Возможно, я нахожусь в эйфории, я прожила здесь всего полгода, это не 16 лет, там, не знаю, там, не 15 лет. Но я говорю из своего опыта, я говорю то, что я сейчас проживаю. Возможно, через полгода, когда будет год с момента переезда сюда, я заговорю по-другому. Но так как я снимаю сейчас видео в июне 2026, вот на июнь 2026 у меня такое состояние, у меня такой опыт, которым я хотела поделиться. Я думаю, что это основное. В следующем видео я, конечно, хотела бы больше рассказать о том, как я выбирала свой путь профессиональный, потому что я полностью изменила свою профессиональную деятельность. Я ушла из корпоративного мира, и я начала свой путь консалтера, так скажем, фриланса, может быть, да, и это тоже достаточно интересный разговор, которому я хотела бы посвятить отдельное видео. Ну, а на сегодня, наверное, все. Спасибо большое. Пока-пока.